Ну, выхожу наперед, как всегда, харчок в мою сторону. Я ему улыбаюсь, типа, мне все пофиг. Он говорит, зубы не скаль. Ну, я... Ребята, добрый день. С вами сегодня Володя. У нас такая сегодня темаха, типа, проблемы с соседями. Ну, у меня одна проблема с соседом. Мы просто друг друга не любим. Ну, сегодня опять такая получилась ситуация, что мы встретились. Мне надо было пойти наперед в машину, поставить сиденье детское, и он полировал свое окно, и, как всегда, при виде меня, он плюет в мою сторону. Я, как всегда, улыбаюсь, потому что мне по барабесу смешно. Ну, я дальше ставлю сиденье в машину, опять это, он меня видит, что у меня улыбка, я типа смеюсь над ним, он типа, не суши зубы, мол, типа, что ты смеешься? Ну, я ему в ответ, типа, я не хочу, чтобы ты со мной разговаривал, оставь, типа, меня в покое. Ну, дальше пристегиваю сиденье, слышу, он по-польски меня матюгает. Да, у меня сосед, с тем соседом, который проблемы, он поляк. Ну, я теперь начинаю в машине громко смеяться, ну как я в машине головой, ноги на улице, прицепляю сиденье и громко смеюсь. Вылажу, как с машины уже все, пристегнул, двери закрываю. Он мне типа, не смейся вот так вот на меня. Я ему говорю, ты последний человек, который будет мне говорить, что мне делать, разворачиваюсь и ухожу. Ну и он мне вслед давай меня обзывать по-немецки там маленький гном туда-сюда, а я иду спиной к нему и громко смеюсь, вот так вот. Этим я хочу ему показать, что он просто для меня никто. Так, ребята, наверное, мы начнем с того, с чего все началось. А началось это с того, наше недоразумение, или вернее, как мы начали плохо ладить. Я вообще человек, который общительный, и с людьми нахожу быстро общий язык, но здесь почему-то не получилось, так как когда мы купили дом, уже где-то спустя 2 недели он меня встретил и давай, мол, типа объяснять, где, как я должен ставить машину, так как у нас каждому дому сделан такой поднавес, и в этот поднавес можно ставить машину, но это наше место. И плюс у нас есть еще общее такое лобовое место, там где пару парковок для посетителей, скажем, если кто ко мне в гости, или если у меня 2 машины, я ставлю туда свою вторую машину. И как вы поняли, ребята, да, просто началась, как говорится, тусовка из-за паркпляца, из-за парковочного места. Ну, факт в том, что он начал мне втирать, мол, типа, вот это вот мое парковочное место, тут оставлю я машину, я не хотел, чтобы представить. И знаете, с таким наездом, мол, типа, я здесь папа, я здесь рулю все. А я, ну, выслушал его, конечно, и говорю, ну, ты извини, но я когда вот покупал дом, я подписывал Кауфатрак, это договор о покупке, и в моем договоре стоит, что вот здесь вот лобовое место принадлежит всем, так как и мне, я вот при покупке этого дома покупаю право на пользование вот этим местом и могу машину ставить где хочу. И я ему говорю, если я приеду и все парковки будут заняты, и вот именно твоя будет, типа твоя, которая ты говоришь, твоя будет занята, я туда просто поставлю машину, потому что, ну он типа, ну я бы хотел, чтобы там не стояла моя машина. Я говорю, ну я ничего обещать не буду. Ну и как говорится, шло время туда-сюда, и когда-то вот произошло, что мы приехали, вернее, жена поставила под навес машину, а я приехал, и было только одно свободное место, и типа Ивона, я поставил туда машину, ко мне потом уже пришел знакомый, мы сидели, болтали о том о сём, звонок в двери, хоп, стоит он. И сразу с наездом, мол, типа, я ж тебе говорил, вот, чтоб ты не ставил на мое место машину, туда-сюда. Я такой, притормози. Я говорю, во-первых, что ты орешь на меня? Я говорю, я тебе сказал, что если не будет места, я поставлю машину, куда я хочу. Во-вторых, я говорю, можно и нормально со мной разговаривать. Я говорю, если будет там, есть сейчас в данный момент свободное место, я могу переставить машину. Но если нету, я ее оставлю там стоять. Он опять на меня, мол, типа, вот, ты должен делать то, что я тебе говорю, туда-сюда. Я вот такой слушаю, стою, и он так вот над мной стал, и, мол, типа, сейчас я тебе врежу. Ну, орет туда-сюда. Я говорю, все. Я говорю, у меня, честно говоря, нету настроения с тобой насчет этой темы разговаривать. Я хочу, чтобы ты ушел с моего участка. Я говорю, давай, марш, иди отсюда, я с тобой не хочу разговаривать.
Он уходит с моего участка, стоит на тропинке такой, у нас общая тропинка, и давай на меня материться по-немецки. Ну, кто знает немецкий, кроме Аршлёх и Викса, больше ничего нету. У нас русский язык, конечно, пообширнее насчет этого. Ну, стоит материться, я говорю, ну и чё? Я говорю, что ты этим хочешь сказать? Ну, начинает меня обзывать, я говорю, слушай, иди отсюда, я с тобой не хочу разговаривать. И вот, и с тех пор у нас вообще нету общего разговора, или вообще я не искал больше общего контакта или как-то поговорить насчет этим, так как я считаю себя до сих пор, что я прав в этом, и во-вторых, он мог ко мне прийти как нормальный человек со мной поговорить, не наезжать, не орать. Тоже в этот же вечер, когда я закрыл дверь, мой знакомый мне, мол, типа, говорит, а почему ты позволяешь себе вот так с собой разговаривать? Ну, я объясняю тоже всем, как и ему объяснил. Наверное, сейчас тоже, кто меня смотрит, думает, ну, Вован, ты лошара, мог бы ему сразу в зубы треснуть и двери захлопнуть, и, мол, типа, поставить его на место. Понимаете, ребята, мы живем в таком, как бы, геманчев, это такое, как бы, общество. У нас здесь 18 семей, это 9 домов. И мы находимся в таком сообществе, можно сказать. Если сейчас вот этот человек пришел, и я ему там треснул, сразу 3 минуса. Если я ему сейчас тупо в зубы дал, ну, не факт, что я там сейчас в этом поединке выиграю, мы там будем боксоваться, я его зафигарю туда-сюда. Нет. Понимаете, если я ему сейчас дам в морду, первый. Во-вторых, я стану плохим соседом вокруг здесь, потому что все будут говорить, вот, тут пришел там сосед поговорить, и ему сразу в зубы дали. Во-вторых, если я неудачно его ударю, у него выбьется зуб, там повредится какой-то орган, живот я ему ударю, неправильно упадет. Я буду платить за то, что он будет отсутствовать на работе. Вот эти вот все дни, которые он типа бы заработал на работе деньги, эти я должен буду заплатить. Плюс я должен платить за то, что он лежит в больнице. Плюс, если я выбил ему зуб, должен купить. И я попадаю на деньги. Вот. И этого я не хочу. Так, я говорил 3 минуса, а сказал 2 минуса. Что-то третий минус у меня вылетел с головы. И я подумал, я лучше буду держаться пассивно. И пусть лучше он, если он так сильно разозлится, хочет меня ударить, пусть он ударит. Я лучше, наоборот, эту всю канитель переиграю. Я лучше потом пойду сделаю на него заяву, то, что он меня ударил, то, что у меня теперь депрессняк, пусть он мне платит за то, что я не хожу на работу. Вот этим я ему могу сделать, как говорится, больно. А то, что я ему сейчас ударю, у него там поболит челюсть неделька, это только я себе себе хуже сделаю. Из этого я остался пассивно и до сих пор пассивно так к нему отношусь, просто когда я его вижу и когда он харкает в мою сторону, я тупо вот так вот улыбаюсь, а если начинает какие-то гадости мне говорить в мою сторону, я просто громко начинаю смеяться. Я ему этим показываю, что он для меня просто никто, просто какой-то клоун и все. И мне кажется, вот это его больше раздражает, чем если бы даже мы вступили в какой-то диалог, сейчас бы начали бы разговаривать. Вот такие вот, ребята, сегодня я решил вот так вот рассказать вам. Вот эти вот, говорится, это вот моя недоразумение с моим соседом. Я так думаю, что общего языка мы никогда не найдем, все время так будем враждовать. Я дальше буду улыбаться просто в его сторону, он будет дальше харкаться в мою сторону. Ну как, он в меня не харкает, он в мою сторону плюет в пол. Не подумайте, что я вот хожу, меня захаркали, я весь в харчках. И вот, я не знаю, как реагируют другие или как считают нужным, скажем, вот вы, мои телезрители и подписчики, как вы считаете нужным, например, такие вот конфликты с друг другом решать. Я считаю, что просто оставить человека в покое, у него свои тараканы в голове. Даже я вот, мне рассказывал знакомый тоже, было туда слово за слово, и он просто-напросто дал ему вдых. Хотел просто предупредить, что он может, что он это. И, к сожалению, у этого чувака что-то там лопнуло. Пришлось в больницу, и пришел потом счет вроде бы с больницы 3000 евро.
или будет там еще что-то. Но факт то, что, видите, один раз в живот дал и начинается уже канитель с 3000 евро. Бывают случаи всякие, выбивают зубы, потом платят за зубы. Ну, я вот такие вот пироги. Так, ребята, вот это вот был маленький видосик из Германии, как я реагирую на негатив от соседей. Стоит ли с соседями входить в конфликт? Я думаю, что нет. Если, конечно, адекватные люди приходят нормально, там, может сосед прийти, скажем, если у меня музыка громко будет, прийти и сказать так и так, Володя, у вас громкая музыка, мне завтра на работу, могли бы потише сделать, без проблем. Но если человек приходит и сразу с порога начинает на меня орать, вот я тебе говорил, ты поставил мою машину, все равно ты меня не слушаешься, я сейчас тебя прибью. Алло, давай гуляй. В Германии есть законы, и по этим законам надо жить. Не, законы можно и в свою сторону употреблять. Так что, если он мне в морду бы дал бы, жена позвонила бы в полицию, приехала бы полиция, я бы сделал на него заяву. Все. Зачем мне доказывать, что я здоровый, что я могу ему в морду дать? Блин, ребята, мне уже не 18 лет. Ну, спортом я занимаюсь, спортом я для себя занимаюсь. Сейчас кто-то скажет, о, спортом, нахрена ты спортом занимаешься? Даже не можешь какому-то соседу ответить, покажи, что ты мужик. Нет, понимаете, надо чуть головой думать. Ну, покажу я ему, что я сильнее, что я ему могу зубы выбить. Ну и что? Значит, я следующий год в отпуск с семьей не поеду. Потому что все деньги я отдам этому соседу на лечение. А зачем мне это надо? Закрыл двери, выгнал его. Придет еще раз, я ему могу сделать, она называется, что я иду в полицию и говорю так и так, что соседа звать так и так и так. И я не хочу, чтобы он как типа приходил, ну как его, чтобы его нога вступала на мой грунштук, это ну типа пляцфавайс называется. Вот я ему могу это сделать, пляцфавайс. Если вот скажем он пришел, у него есть пляцфавайс, пришел на мой грунштук без разрешения, я могу звонить в полицию и сказать так и так, такой-то такой человек стоит здесь на моем месте, на моем грунштуке, это на моем участке. И, пожалуйста, приедьте и разберитесь с ним, так как у него уже, я ему сделал запрет на вход на мой участок, а он все равно, это, помогайте мне, я ж плачу налоги, пусть полиция разбирается. Вот, все. Ребята, пишем, как вы со своими соседями разбираетесь. Ну, можно было бы пузырек купить, посидеть, поговорить, может морду набить друг другу, но я, к сожалению, этим не занимаюсь. Ну ладно, ребята, я надеюсь, такой маленький видосик вам понравился. Наградите это видео пальчиком наверх. Ну и, конечно, хорошего вечера. Кстати, нам сейчас на работу. Пока.